Все свое детство мы слышали от родителей и учителей о том, что нужно много читать книг, чтобы чего-то добиться. Все успешные люди читали много книг, и еще книги развивают воображение. Но несмотря на то, что чтение часто воспринимается как полезное знание, существует много аргументов против чрезмерного увлечения чтением. Мы рассмотрим их в этом видео, после чего я подарю вам практический совет, мою золотую формулу чтения, следуя которой вас будут готовы взять на любую работу. Да что там работа, с вами будут готовы переспать все женщины мира! Всем привет! Вы на канале Психология без фанатизма, а значит с вами я, Фомин Никита, и мой несменный соведущий Мистер Спич. Здорово, додики! Я вообще ни одной книги не читал, и у меня никаких проблем. В эту крайность тоже бросаться не стоит, или вы так и останетесь всего лишь управляемой куклой. Короче, погнали разбираться. Тема: почему не стоит много читать? Первое. Не важно, как много ты читаешь, важно, что ты читаешь. Ребят, я знаю многих женщин, которые читают бульварные романы просто в каком-то невероятном объеме. Знаю много мужиков, которые читают одни детективы Донцовой. И что? Они от этого умнее не становятся. Конечно! От чего там стать умнее? Одни и те же схемы. У Донцовой убийца-садовник, в бульварном романе все счастливы и чпокаются в финале. Кстати, их только поэтому и дочитывают вообще. На удивление, ты прав. Важно выбирать качественную литературу, которая поможет открыть вам что-то новое. А как понять, качественная литература перед тобой или нет? Это же не коньяк с полки выбрать. Но и коньяк ты не с первого раза хороший взял. Нужно потратить время, попробовать разные, пообщаться со знающими людьми, и только потом ты начнешь отличать зерна от плевел. Второе. Отрыв от реальности. Не спорю. Конечно, чтение развивает воображение, вокабуляр, эрудицию, но слишком много времени, проведенного в книжном мире, может привести к отрыву от реальной жизни, сложностям в общении с настоящими людьми, а также замене реальных переживаний вымышленными. И я помню, мне еще в детстве педиатр про порно то же самое рассказывал. Правильно рассказывал. Примеры, конечно, слегка разные у нас, но следствие одно. Чрезмерный уход от реальности в любом его проявлении приводит к тому, что субъекту будет сложно ощущать и реализовывать себя в настоящем мире. Ребят, весь контент, который я не выкладываю на YouTube, вы можете найти на моем бусти. Материал будет постоянно добавляться. Так что переходите, знакомьтесь с контентом и подписывайтесь. А сейчас погнали дальше. Третье. Пассивность. Ребят, чтение – это пассивное поглощение информации. Конечно, оно помогает в теоретическом развитии, но важно не только читать, а также применять полученные знания на практике. Иначе они быстро забываются. А самое важное, что только читая, в конечном счете вы остаетесь без навыка. Возьмем ситуацию. Вы решили приготовить новое блюдо. Нашли рецепт, прочитали, но если сразу не взялись за нож, то через день вы уже забудете, что помимо соли и перца там вообще требовалось. Короче, 100% будете тупить, потому что на все требуется время и наработки. Профессионалом только по книжке стать не получится. Вообще-то можно. Я вот прочитал статью «Как сделать маникюр», и у меня с первого раза получилось. Ну покажи как. О! Ну да, профессионально, не спорю. Только никому больше не показывай. Четвертое. Умственная перегрузка. Ребят, наш мозг постоянно потребляет информацию. Телефонные разговоры, свет, шумы. Поэтому лишнее потребление информации, даже из книг, может привести к перегрузке мозга, снижению концентрации внимания и ухудшению памяти. Важно давать мозгу время на отдых и обработку информации. Больше бухайте на свежем воздухе. Кстати, если речь пошла о пагубных привычках, чтение тоже вызывает привыкание. Пятое. Зависимость. Чтение, как и любое другое приятное занятие, может стать зависимостью. Тогда книголюб, как и все зависимые люди, будто алкоголик или наркоман, будет использовать чтение как способ отстранения от проблем, стрессов и бытовых забот. Не думал никогда, что от чтения можно в рехаб залететь. Правильно делал, что всю жизнь в приставку играл.
Шестое. Социальная изоляция. Ребят, я уже частично об этом говорил во втором пункте, но в наше время интровертов и работы на удаленке хочется заострить на этом внимание. Чтение – занятие, как правило, индивидуальное. Чрезмерное чтение может занимать время, которое можно было бы потратить на общение с друзьями, с семьей, участие в каких-либо социальных мероприятиях. Ну что там еще? Секс! Седьмое. Физическое здоровье. Длительное чтение может привести к проблемам со зрением, болям в спине и шее из-за неправильной осанки и недостатка физической активности. А также к летальному исходу. Это еще почему? Да потому что скука смертельная ваши книги. 8. Пока ты читаешь, другой делает что-то нужное. Время, потраченное на чтение, можно было бы потратить на другие важные дела, такие как работа, учеба, занятия спортом, хобби, общение с близкими и, конечно же, просмотр моих видео. Ты чего? Вообще-то наших видео. А ты, кроме того, как говорить гадости, как еще в видео участвуешь? Я монтажер как бы. Да ты думаешь, я другого не найду? Ладно, понял. Наших с тобой, мистер Спич, роликов. Как и обещал в финальной части видео, я дарю вам мою золотую формулу чтения. За 2 месяца я читаю 1 книгу из художественной литературы и 2 по моей профессии. 3 книги за 2 месяца? Может, пускай хотя бы с одной начнут? Начнут с одной, а дальше 2-я и 3-я. Тут все как у зависимых. Разобрали очередную важную тему. Почему не стоит много читать? Давайте еще раз пробежимся по ее основным пунктам. Первое. Не важно, как много ты читаешь, важно, что ты читаешь. Второе. Отрыв от реальности. Третье. Пассивность. Четвертое. Умственная перегрузка. Пятое. Зависимость. Шестое. Социальная изоляция. Седьмое. Физическое здоровье. И, наконец, 8. Время. Еще раз подчеркну, что приводя эти пункты, я не призываю полностью отказаться от чтения. Чтение – это замечательный способ расширить кругозор, узнать новое, развлечься и получить удовольствие. Однако, как и во всем, важна мера. Также нужно выбирать качественную литературу, чередовать чтение с другими занятиями, не забывать о физической активности и общении с людьми. Народ, пишите свои комменты, что вы думаете об этом видео. Пишите сюда, на YouTube, пишите в телегу, давайте разбираться вместе. Нам очень важно ваше мнение. Все, ребят, чао, это была «Психология без фанатизма». Залетайте еще, мы вас ждем. А пока подписывайтесь и пальцы вверх.